Сегодня «Пустой дом», 2004 год, автор сценария и режиссер Ким Ки-дук. В ролях Че Хи и Ли Сын Йон. Перед обзором пересмотрела, может быть, я ничего не понимаю в авторском кино, но ни разу мне не захотелось бросить просмотр или промотать. Бюджет 1, сборы 2 965 миллионов долларов. Сюжет. Молодой парень Тэсук на мотоцикле развозит рекламные буклеты, размещает их на ручке двери, потом через какое-то время, а может на следующий день, проверяет их наличие. Если они продолжают висеть, значит хозяев нет дома. И он поселяется в этом пустом доме до приезда хозяев. Но однажды он поселился в доме, муж, наверное, уехал в командировку, а жена, избитая мужем, тихо сидела. И наш герой ее не заметил. Она молча наблюдала за ним. Они прониклись друг к другу симпатией, вернулся муж, избил жену. Главный герой избил мечами для гольфа мужа, нанося удары клюшкой по мечам. Тэсук уехал, чужая жена присоединилась к нему, и далее они вместе стали выбирать пустые дома и проживать там. Однажды они попали в дом, где на полу лежал умерший старик, у которого горлом пошла кровь. Впоследствии выясняется, что у него был рак легких. Тэсук хотел уйти из этого дома, но девушка остановила его. Она обмыла тело, они завернули его в саван и в гробу похоронили в саду. Внезапное возвращение сына с женой застало наших героев врасплох. Вмешалась полиция, Тэсука обвинили в убийстве, незаконном проникновении в дом и так далее. Вскрытие показало, что рак легких убил его, а состояние тела дало понять, что его похоронили, отдав дань уважения. Финал вроде как счастливый. Тэсук и чужая жена как будто бы вместе. Мои впечатления. Вроде как неплохой парень, не грабит, не ворует, не убивает, просто бесплатно арендует пустующие дома. Но хозяев я тоже понимаю, они возвращаются к себе домой, а там спят незнакомые люди. Наверное, ему негде жить, работа курьером не позволяет платить за аренду. А тут состоятельные люди уезжают в отпуск или еще куда. Почему бы бесплатно не пожить? Да еще он, кажется, стирал хозяйские вещи. Меня потрясла сцена, когда в очередной раз он со стервенением лупил клюшкой по зафиксированному мячу, но после очередного удара мяч оторвался и угодил в девушку, сидящую в просто ехавшем авто. Вот не хотел, а причинил тяжкий вред здоровью. Надеюсь, она не умерла. Вот живешь себе, никого не трогаешь, а в один прекрасный день по вине какого-то придурка лишаешься здоровья или жизни. А когда он подошел к машине и увидел девушку с окровавленной головой, он заплакал. Вот что сказать. С одной стороны неплохой парень, а с другой просто идиот. Впрочем, что я удивляюсь? Мы же все такие. Где-то умиляемся, даже всплакнем, а иногда захлебываемся от злости и гнева и совершаем поступки, за которые нам потом стыдно. В фильме много молчания, но как-то и без слов все понятно. Вот кадр. Напольные весы показывают только ноги. Сначала его ноги, потом ее. Через какое-то время ее ноги внутри его ног и повернуты к нему. Мне показалось, что сцена красноречивее любых жарких поцелуев и страстных объятий. Все так лаконично, но в то же время емко, не побоюсь этого слова. Вот финал не убедил меня, что они будут счастливы, состарятся и умрут в один день. Девушка была из бедной семьи. Так фраза мужа «я отправил много денег твоим родителям» говорит об этом, то есть ее выгодно продали. Да многие родители таким образом решают свои проблемы. Не знаю, хорошо это или плохо, а выражение «с милым рай и в шалаше», наверное, все-таки надо посмотреть на милого и на шалаш. Как всегда, все неоднозначно, но фильм интересный, всем рекомендую. Кстати, в «Острове» Ким Ки-дука я забыла сказать, что финал все-таки жизнеутверждающий. Сцена, где они красят конуру в ярко-желтый цвет, и их кисти соприкасаются, как свет в конце тоннеля, как солнце после долгих пасмурных дней, как какой-то намек на счастливый конец. На сегодня все. Всем пока.